Всю ночь не прекращались поиски людей после разрушительного землетрясения в Венесуэле. Пропавших без вести – тысячи. Со всего мира в Венесуэлу едут спасатели и медики. Первой стала миссия из Доминиканской республики. А в Starlink сообщили, что начинают раздавать бесплатно связь всем пострадавшим. Международная морская организация ООН приостановила сопровождение судов в Ормузском проливе. Причина – атака на торговое судно. Российский военный поставил ультиматум Путину. Не встретитесь на разговор, армия развернет свое оружие против Кремля. Песков прокомментировал: нужно во всем разобраться. Подозрительное перекрытие. Дорогу возле резиденции Путина на Валдае закрыли для транспорта. В Крыму после атак украинских дронов объявили чрезвычайное положение. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Число жертв разрушительного землетрясения в Венесуэле выросло до 589 человек, еще около 3000 получили ранения. Об этом сообщила исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес. Больницы уже работают на пределе возможностей, а больше всего пострадавших в прибрежном штате Ла-Гуайра, где развернули полевые госпитали. Тем временем спасатели всю ночь продолжали разбирать завалы в поисках сотен людей, которые могут оставаться под обломками. К спасательной операции уже присоединилась команда из Швейцарии, доставившая специалистов, поисковых собак и гуманитарное оборудование. Аэрофотоснимки последствий стихии опубликовала гуманитарная организация World Central Kitchen. На кадрах кварталы с обрушенными многоэтажками, разрушенные жилые дома, заваленные улицы и масштабные повреждения прибрежной инфраструктуры вокруг Каракаса. По данным геологической службы США, магнитуда подземных толчков составила 7,2 и 7,5. Это сильнейшее землетрясение в стране с 1900 года. Спасательные работы осложняют повторные толчки и сильно изношенная инфраструктура страны. Тем временем компания Starlink заявила, что до 25 июля бесплатно предоставит связь всем пользователям в пострадавших от землетрясения районах Венесуэлы, а также разворачивает дополнительные терминалы для восстановления коммуникаций в наиболее разрушенных зонах. А Минфин США временно снял часть санкционных ограничений, разрешив операции, связанные с ликвидацией последствий землетрясений, до 23 октября, включая гуманитарные транзакции и переводы средств. Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес посетила наиболее пострадавший от землетрясений штат Ла-Гуайра. Она заявила, что власти продолжают поисково-спасательную операцию и рассчитывают найти под завалами как можно больше выживших. На кадрах с воздуха видны разрушенные жилые дома, поврежденные дороги и целые кварталы, превратившиеся в руины. Родригес также сообщила, что в страну уже прибывают международные спасательные команды. Первой стала миссия из Доминиканской республики. Мы находимся здесь, в Макуто, в штате Ла-Гуайра. Рядом с нашими людьми участвуем в поисково-спасательной операции по спасению людей, оказавшихся под завалами зданий и сооружений, обрушившихся в результате вчерашних 2 землетрясений. Мы поддерживаем семьи пострадавших и выражаем им свою солидарность. Мы надеемся спасти как можно больше людей. После разрушительных землетрясений Венесуэла получает международную помощь. Для координации американской операции в Каракас прибыл генерал Южного командования США Кевин Джарард. По данным Southcom, Вашингтон перебрасывает авиацию, поисково-спасательные группы и гуманитарные грузы по запросу Временного правительства Венесуэлы. Для участия в поисково-спасательной операции Испания направила своих военных. К спасательной операции также присоединились страны Латинской Америки. Доминиканская республика направила специализированные поисковые команды, технику и гуманитарную помощь. Аргентина направляет в Венесуэлу спасателей, врачей, военных специалистов, авиацию и гуманитарные грузы для помощи после землетрясений. Из Сальвадора вылетел самолет с 300 спасателями, медиками и 50 тоннами медикаментов и предметов первой необходимости. В составе миссии специалисты по поиску людей под завалами, кинологические расчеты и сотрудники экстренных служб. Наша главная задача и мотивация — искать людей под завалами. Это наша первоочередная миссия. Мы считаем, что все еще находимся в пределах так называемого «золотого времени» после землетрясения, когда особенно необходимы специализированные спасатели, кинологические расчеты и тяжелая техника, чтобы с Божьей помощью найти как можно больше людей живыми. Здесь находятся наши добровольцы и часть специалистов поисково-спасательного подразделения, входящих в состав контингента Сальвадорского Красного Креста. Мы также направляем медицинский персонал и прежде всего специалистов по поисково-спасательным работам, которые сейчас крайне необходимы. Мы отправляемся с самыми добрыми намерениями помочь нашим венесуэльским братьям и сестрам и поддержать поисково-спасательные операции от имени Сальвадорского Красного Креста. Чили также направили в Венесуэлу спасателей.
Первыми в зону бедствия отправились специалисты по поиску людей под завалами. Также Чили доставляет гуманитарную помощь. В состав миссии вошли медики, инженеры и спасатели ЮСАР, подготовленные для работы в условиях масштабных разрушений. Как всем известно, в Венесуэле произошли мощные землетрясения, в результате которых обрушилось множество зданий. Но самое трагичное – это человеческие жертвы. Вместе с министром иностранных дел, министром обороны и министром внутренних дел мы начали координировать, какую помощь в знак солидарности Чили может оказать венесуэльскому народу. Я поговорил по телефону с исполняющей обязанности президента Дельси Родригес, чтобы выразить ей и всему венесуэльскому народу солидарность Чили. Прежде всего, мы направим чилийских спасателей и добровольцев для разбора завалов и поиска людей, а начиная с завтрашнего дня предоставим всю возможную гуманитарную помощь. Мы действуем в соответствии с мандатом Организации Объединенных Наций. У нас высокоподготовленная команда, необходимый персонал и спасательное оборудование для работы в подобных условиях. Наша главная цель — искать живых людей под обрушившимися зданиями. В состав нашей группы входят медики, специалисты по проведению операций и логистике, а также инженеры-строители. Это очень хорошо укомплектованная команда, которая позволяет выполнять такую работу на высоком профессиональном уровне. Мы надеемся достичь тех результатов, к которым готовились многие годы. Американская гуманитарная организация Grable Rescue готовится отправить спасателей в пострадавшую от землетрясения Венесуэлу. Ее основатель Брайан Стерн, ветеран армии США, который руководил сотнями спасательных и эвакуационных миссий в зонах войн и стихийных бедствий по всему миру. В Венесуэле команда займется поиском людей под завалами, эвакуацией граждан США и доставкой гуманитарной помощи. По словам Стерна, спасательную операцию осложняют разрушенная инфраструктура, перебои с электроэнергией и водой, а также тяжелые травмы людей, которые могут погибнуть, даже выбравшись из-под обломков, если вовремя не получат медицинскую помощь. Мы будем работать, базируясь в Каракасе, а затем постепенно расширять зону операций, пока не найдем место, где еще есть проблемы. Начнем в Каракасе, затем, скорее всего, двинемся на запад. Серьезные разрушения есть и на западе, и на востоке. На юге ущерб меньше. Мы действуем так. Приезжаем на место и ищем районы, которые еще не обследовали. Если видим, что где-то уже работают спасатели, мы идем в другом направлении. Если в одном месте уже копают команды, мы им не мешаем и ищем другие участки. У нас 3 основных направления работы. Первое — поисково-спасательные операции. Все именно так, как звучит. Люди пропали, получили ранения, оказались под завалами. Мы должны найти их и спасти. Второе — эвакуация. Мы вывозим американских граждан из Венесуэлы, потому что сейчас это небезопасное место. Серьезно повреждены инфраструктура, энергоснабжение и водоснабжение. Нужно как можно быстрее доставить людей в безопасное место. Третье направление — доставка гуманитарной помощи, медикаментов, одежды и других необходимых вещей. Многие погибли, еще больше получили ранения, а огромное количество людей потеряли абсолютно все. Люди, пережившие обрушение зданий, скорее всего, получили тяжелые травмы. Дело не только в том, что они оказались под завалами. Многие думают, что проблема только в этом. Это действительно серьезно, но есть и другие угрозы. Качество воздуха, нехватка кислорода, загрязненный воздух. В Панаме развернули масштабный сбор помощи для пострадавшей от землетрясения Венесуэлы. Жители страны и представители венесуэльской диаспоры массово несут продукты, лекарства, средства гигиены и предметы первой необходимости. Президент Панамы Рауль Мулино распорядился также направить в Венесуэлу спасательную миссию, а волонтеры уже готовят гуманитарные грузы к отправке первыми рейсами. Люди продолжают приходить. Несмотря на дождь, поток не прекращается. Здесь работает команда добровольцев, как венесуэльцев, так и панамцев. Они принимают гуманитарную помощь, сортируют ее, упаковывают и формируют грузы, чтобы, как только поступит команда, отправить их первыми гуманитарными рейсами в Венесуэлу. Очень многие люди полностью отрезаны от связи. Есть районы, где люди вообще не знают, что происходит, потому что туда не поступает никакая информация. Мой дом в Каракасе получил серьезные структурные повреждения. К сожалению, сейчас такая ситуация. Нам нужно найти очень многих людей. Нет интернета, а в некоторых районах отсутствует электричество. Мы просим всех поддержать нас, распространять информацию и стать голосом тех, кто находится за пределами страны, для тех, кто остался внутри. Пожалуйста, помогите всем. Сейчас время проявить человечность и единство.
Именно в такие моменты международная солидарность приобретает настоящий смысл. Она должна побудить каждого из нас как можно скорее оказать помощь в пределах своих возможностей, чтобы максимально восстановить нормальную жизнь в этой трагической и катастрофической ситуации. Кроме того, сегодня Республика Панама поручила Национальной службе гражданской защиты как можно скорее направить в Венесуэлу спасательную миссию. Очевидцы зафиксировали первые секунды землетрясений прямо с борта самолета, находившегося в аэропорту имени Симона Боливара, главном аэропорту Венесуэлы. На кадрах видно, как лайнер резко начинает вибрировать и раскачиваться во время сильных подземных толчков, а у пассажиров в салоне начинается паника. После того, как тряска стихла, пассажиры и экипаж покинули самолет и вышли на взлетную полосу, где уже собрались группы людей, эвакуированных из других рейсов. Вокруг аэропорта заметны следы разрушений. Поврежден фасад терминала, внутри здания обрушились элементы потолка, а пол в залах покрыт обломками и строительным мусором. Ситуация в аэропорту остается напряженной. Часть инфраструктуры выведена из строя, работа рейсов приостановлена, а персонал и службы безопасности продолжают оценивать масштаб повреждений и обеспечивать порядок на территории. Венесуэльская диаспора в Аргентине собралась на поминальную мессу по жертвам землетрясений, которые разрушили города на родине и унесли сотни жизней. В храме флаги Венесуэлы, свечи и молитвы. Люди молились за погибших и пропавших без вести. Многие не сдерживали эмоций во время службы и причастия. Для собравшихся месса стало моментом общей скорби и попыткой быть рядом с Венесуэлой, находясь за тысячи километров от дома. Мы плачем не только о Венесуэле, мы плачем вместе с Венесуэлой. Мы плачем о наших братьях и сестрах, о наших семьях, о тех, кто погиб, о тех, кто все еще числится пропавшим без вести, и о тех, кто ждет новостей, которые, возможно, никогда не придут. И мы также плачем о самих себе, потому что изгнание делает каждую переживаемую на расстоянии боль еще глубже. И когда земля, которую ты любишь, страдает, расстояние причиняет боль вдвойне, потому что к боли добавляется чувство беспомощности. Мы хотели бы быть там, обнимать людей, помогать разбирать завалы, говорить нашим родителям, пожилым, дедушкам и бабушкам, братьям, сестрам и детям, что они не одни, но мы не можем. И это разрывает наши души. Моя душа разбита. Слава богу, мои близкие в безопасности, но мы не можем думать только о своих. Мы должны думать обо всех тех детях, которые спят на улицах, в палатках, без ничего, о тех, кто все еще под завалами, потому что там есть живые люди. Мы пережили нечто очень похожее в Ла-Гуайре в 1999 году. Я не из Ла-Гуайры, но мы это пережили. Так что я могу сказать? Моя душа разбита. Мои близкие в безопасности, но за этим я знаю, что есть страна, которая плачет, которая сейчас страдает и которая нуждается в нас. Сколько бы мы ни могли дать, мало или много, ей это нужно. Сейчас я могу предложить только молитву. За пределами моей боли мы должны молиться, потому что Бог даст нам мир и спокойствие, в которых нуждаются венесуэльцы. Папа Лев XIV направил в Венесуэлу первоначальное экстренное пожертвование в размере 100 тысяч евро для помощи в поиске выживших после землетрясения. Как заявили в Ватикане, это лишь первый шаг, и дальнейшая помощь будет предоставлена в зависимости от потребностей, которые определит местная церковь. Международная морская организация ООН приостановила операцию по сопровождению судов через Ормузский пролив после сообщения об атаке на торговый корабль. Решение принято на фоне роста рисков для судоходства и новых ударов в одном из ключевых мировых маршрутов нефти. Речь идет о контейнеровозе Ever Lovely сингапурского флага, принадлежащем тайваньской компании Evergreen Marine. Судно шло по маршруту, рекомендованному британским управлением морских торговых операций, и было поражено неизвестным объектом у побережья Омана. Поврежден мостик, экипаж из 21 человека не пострадал. Судно покинуло район пролива. Власти Сингапура назвали инцидент непровоцированным и нарушающим международное право. Источники Reuters в США заявляют, что по судну могла быть выпущена иранская ракета. В Тегеране это отвергают и предупреждают. Безопасный проход гарантирован только для судов, следующих утвержденными иранской стороной маршрутами. После инцидента ООН временно остановила эвакуационную миссию, которая с начала войны помогала выводить из пролива сотни застрявших судов и тысячи моряков. Операция строилась на 2 коридорах, через воды Ирана и Омана под международным контролем. МАГАТЭ заявила, что временное соглашение США и Ирана предусматривает доступ инспекторов к иранским ядерным объектам.
Глава агентства Рафаэль Гросси сообщил, что документ закрепляет контроль МАГАТЭ за ядерной частью соглашения, а без инспекции он невозможен. По его словам, техническая работа уже началась, а консультации по доступу прошли в Швейцарии. Соглашение рассчитано на 60 дней переговоров и касается ядерной программы Ирана и механизма контроля. Как вам известно, был подписан меморандум о взаимопонимании между двумя президентами, президентом Дональдом Трампом и президентом Ирана Пезешкианом. И в этом соглашении прямо указано, что ядерная часть будет находиться под надзором и мониторингом МАГАТЭ. Бесспорно то, что у нас есть меморандум о взаимопонимании. В этом меморандуме о взаимопонимании конкретно указано, что ядерная часть меморандума будет находиться под надзором. Именно это слово. Под надзором МАГАТЭ. Чтобы осуществлять надзор, мы должны проводить инспекции. Иного пути нет. Техническая работа уже началась, и мы надеемся скоро там присутствовать. Иногда не совсем ясные заявления с одной или другой стороны, или точнее противоречивые заявления объясняются отчасти этим фактором, политическим позиционированием. Но на самом деле соглашение существует, и для его выполнения МАГАТЭ должно иметь доступ и проводить инспекции. Процесс, как вам известно, в прошлые выходные мы были в Бюргенштоке в Швейцарии, где прошли первоначальные переговоры. Поэтому я ожидаю, что эта работа скоро ускорится. Глава Белого дома. Дональд Трамп заявил, что США в ближайшее время начнут закупать у американских фермеров пшеницу, сою и кукурузу, используя для этого средства из размороженных иранских активов. По его словам, речь идет о новой схеме, в рамках которой разблокированные иранские деньги будут направлены на оплату поставок американской сельхозпродукции. Открытие рынков для американского экспорта по всему миру. Мы открываем рынки для фермеров. И у нас есть еще один новый рынок. И это прекрасная страна — Иран. Прекрасное место. Кто-нибудь хотел бы туда поехать? Исламская республика Иран. У них сейчас трудности с продовольствием, и мы будем получать часть их денег, и будем их тратить, и будем закупать пшеницу, сою и кукурузу, и очень много. Этот процесс начнется довольно скоро, и он будет довольно масштабным. Думаю, он будет очень большим. Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии возобновила погрузку нефти на терминале Рас-Танура. После почти 4-месячной паузы свидетельствуют данные судоходного мониторинга. Рас-Танура — крупнейший нефтяной экспортный терминал страны на побережье Персидского залива, через который осуществляется загрузка танкеров для поставок нефти на мировые рынки. По данным источников, на терминале были замечены 2 супертанкера, которые начали загрузку. Еще одно судно ожидало у причала. Каждый такой танкер способен перевозить около 2 миллионов баррелей нефти. Ранее экспорт с Рас-Тануры был приостановлен и перенаправлен в другие порты на фоне ограничений судоходства в районе Ормузского пролива во время конфликта в регионе. Возобновление работы связывают с временным снижением напряженности после достижения промежуточных договоренностей между США и Ираном о приостановке боевых действий. Бывший российский военный из Воронежской области Александр Лунин опубликовал накануне видеообращение к Владимиру Путину, в котором потребовал личной встречи в прямом эфире. Он заявил, что хочет рассказать всю правду о проблемах в российской армии. И если встреча не состоится, армия развернет оружие против Кремля. 25 июня 2026 года. Сегодня приезжал представитель «Слуг народа». Вчера со мной встретились люди, представители высоких чинов Министерства обороны, силовых структур, и передали сообщение Владимиру Владимировичу Путину, что если он не даст аудиенцию в прямом эфире, где я расскажу всю правду, что у нас сейчас происходит в стране. В данный момент десятки, сотни, тысячи наших солдат сидят в зинданах, наказанные своими командирами. Сидят, гниют, подвергаются пыткам и насилию со стороны так называемых гестапо за то, что они отказались выполнять тупые самоубийственные приказы, за то, что они отказались отдавать свои финансовые средства. И в конечном итоге их обнуляют, делают без вести пропавшими. Владимир Владимирович, обратите на это внимание, пригласите меня к себе. Последствия будут очень серьезные. Если в ближайшее время я не приеду в Кремль и не выступлю в прямом эфире рядом с вами, армия развернет свое оружие против Кремля. Я передаю только сообщение. У меня все. Неожиданно на обращение отреагировали в Кремле.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что там знают о видео, однако пока не успели подробно с ним ознакомиться. Нам сказали, что есть такое обращение, но мы еще пока не успели с ним ознакомиться, поэтому я бы не стал ничего не говорить, но вот, судя по вашим словам, какие-то достаточно странные формулировки, нужно ознакомиться сначала. Добавим, что обращение российского бывшего военного за сутки набрало более 12 миллионов просмотров в соцсетях. В Тверской области, возле резиденции Владимира Путина, на Валдае перекрыли движение по федеральной трассе М-11. Об этом сообщают российские СМИ. По словам очевидцев, сотрудники дорожно-патрульной службы остановили движение в обе стороны около села Коломна и не объясняют причины ограничений. На участке образовалась пробка. По данным Google Maps, перекрытие затронуло около 90 километров трассы и должно продлиться до 17:00 по московскому времени. При этом российские сервисы Яндекс.Карты и 2GIS полного перекрытия не показывают, однако фиксируют затрудненное движение. Умер один из самых влиятельных российских чиновников последних десятилетий – Сергей Иванов. Ему было 73 года. Сергей Иванов входил в ближайшее окружение Владимира Путина еще со времен службы в Ленинградском КГБ. После прихода Путина к власти он занимал ключевые государственные посты. Был секретарем Совета Безопасности, министром обороны, первым вице-премьером и руководителем администрации президента. В 2007 году Иванова называли главным претендентом на роль преемника Путина. Однако в итоге кандидатом в президенты стал Дмитрий Медведев. По данным российских СМИ, Путин опасался, что Иванов не вернет ему власть после окончания своего срока. С 2016 года Иванов отошел от активной политики и работал спецпредставителем президента по вопросам экологии и транспорта. Эту должность он покинул в феврале этого года официально из-за возраста и состояния здоровья. До последних месяцев он также оставался членом Совета Безопасности России. В 2023 году Сергей Иванов публично поддержал полномасштабную войну против Украины, заявив, что верит в успех российской армии и помогает ей в силу своих скромных возможностей. В оккупированных Крыму и Севастополе ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Назначенные Россией руководители Сергей Аксенов и Михаил Развожаев заявили, что решение принято для упрощения решения экономических вопросов после последних украинских ударов. Уважаемые крымчане, сегодня с 13:00 вводится режим чрезвычайной ситуации в Республике Крым. Данный режим принимается по согласованию с Михаилом Владимировичем Развожаевым. В Севастополе мы действуем совместно, синхронно. Данный режим принимается в целях упорядочения финансово-денежных, кредитных, договорных и других отношений. И с вопросами восстановления ущерба, то есть данная позиция тоже должна быть упрощена. Уважаемые жители Севастополя, ситуация по энергообеспечению Крымского полуострова остается сложной. Ведем ремонтные работы. Надеемся, что в ближайшие сутки в Севастополе энергообеспечение полностью будет восстановлено. Тем не менее, в настоящее время вместе с главой Республики Крым Сергеем Валерьевичем Аксеновым договорились, что в наших регионах и в городе Героя Севастополя, и в Республике Крым вводим ситуацию чрезвычайного характера, вводим ЧС регионального уровня и в республике, и в городе. Это необходимо для того, чтобы наши предприниматели могли использовать в том числе это решение для оценки и использования форс-мажора в различных ситуациях и обязательствах. Ранее оккупационные власти приостановили туристический сезон, отменили работу детских лагерей и прекратили продажу топлива на фоне атак украинских беспилотников по объектам инфраструктуры. Из-за перебоев с поставками на полуострове сохраняются дефицит топлива, очереди на автозаправках и рост цен, а также введены экстренные графики отключения света.